Привет всем! Джикуки всегда, кажется, хотят вовлечь Чингука во все, что связано с Чимином, и самое удивительное, что они делают это, даже не задумываясь, насколько это нелепо. Они действительно называют себя фанатами Чингука, когда все, что они делают, это используют его для фантазий. Какой стыд! Давайте вспомним момент, когда мы видели, как Тэхён и Чимин разделяют момент, как настоящие друзья, играя естественно и без каких-либо скрытых намерений. Однако вместо того, чтобы принять этот простой и очевидный факт, многие люди, включая Джикуков, начали утверждать, что Чингук был тем, кто снимал момент, якобы используя телефон Чимина. На самом деле так и не было подтверждено, кто был за камерой, и что еще хуже, в этом не было необходимости, так как все участники были на пляже в один и тот же день. Более того, если мы внимательно посмотрим, мы можем увидеть кое-что, что Джикуки упустили из виду. Видео, которое Чимин выложил около месяца назад, и видео, которым поделился Тэхён, были сделаны в один и тот же день. Это просто разные фрагменты одного и того же момента. Не подозреваете ли вы, что они пытаются манипулировать чем-то столь очевидным? Расскажу больше. Судя по ракурсу, Чингук снимал Тэхёна вживую, и, скорее всего, делал это на свой телефон, а не на Чимина. Кроме того, как мы все видели, Чимин снимал вместе с Тэхёном, а съемочная группа тоже была рядом и снимала все с разных ракурсов. И вот ключевая деталь: если бы Чингук действительно снимал на телефон Чимина, это что-то изменило бы. Мы все знаем, что участники группы не отрекаются друг от друга, и совместное использование телефонов – обычное дело. Но поскольку это не так, очевидно, что некоторые люди одержимы навязыванием несуществующей истории. А если у вас все еще есть сомнения, вспомните, что в тот же день состоялась прямая трансляция со всеми участниками группы, которая велась с телефона Чингука. Добавьте к этому тот факт, что весь персонал был на пляже, снимая каждую деталь сзади. Камеры были повсюду, персонал документировал, но Чингуки настояли на том, чтобы выдумать историю, в которой только Чингук и Чимин были особенными. Зачем им было создавать фантазию, которой не было? Все, чего они добились, это снова и снова позорить себя. Каждый раз, когда они навязывают ситуацию, которой не существует, они укрепляют образ того, что они не принимают реальность. Правда проста: Чимин и Чингук не имеют никакого отношения к тому, во что хотят верить, это они настойчиво вставляют свою любимую историю в каждую сцену, независимо от того, подходит она или нет. Но настоящая история давно раскрыта, Пейринг, который они так страстно защищали, мертв, и никакие интриги не могут его оживить. Чингук сделал свой выбор, и он ясно дал понять – быть с Тэхёном. И это, нравится ему это или нет, никто не может изменить. В них так много любви, столько восхищения и столько заботы в те несколько секунд, когда Тэхён смотрит на своего Чингука, подбадривает и любит его. Глаза и язык тела никогда не лгут, они всегда говорят то, что не могут сказать слова. Взгляд Тэхёна на Чингука наполнен такой чистой любовью и таким вниманием, что это невозможно не почувствовать даже со стороны. Тэхён не упускает ни одной детали, он не упускает ни одной реакции, ни одного жеста, ни одной эмоции Чингука. Он знал его лучше, чем кто-либо другой, так как мог знать только тот, кто разделил с ним каждый момент своей жизни, и именно поэтому он точно знал, что делать и как утешить его, восстановить его спокойствие и чувство безопасности в те моменты, когда он больше всего в этом нуждался. Нежное прикосновение, которое мы видим, когда Чингук тренируется, это больше, чем просто прикосновение, это молчаливое напоминание о любви, обещание, что он всегда будет рядом, чтобы обнимать его. Наблюдать, как его пальцы гладят мягкую головку Чингука, все равно, что стать свидетелем тайного языка, которым владеют только они, жест настолько естественный и нежный, что он передает умиротворение без слов. Кажущееся расслабленное положение руки Тэхёна на плече Чингука – одна из тех маленьких, но важных деталей, в этом прикосновении есть нежность, такая сдержанная привязанность, что ее достаточно, чтобы успокоить Чингука и заставить его почувствовать себя в безопасности. Нет ничего ни расчетливого, ни поверхностного. Все это пришло интуитивно, прямо из сердца, и именно поэтому это было так прекрасно и полно любви. И Тэхён – это милая и преданная фигура,
снова не мог сдержаться. Не только его глаза были прикованы к Чингуку, но и его руки, казалось, не в силах покинуть его прекрасное, сексуальное детское тело. Невозможно было не заметить, как каждое прикосновение было наполнено нежностью, тонким желанием и молчаливым обожанием. Нежное движение его пальцев по спине Чингука было почти незаметным жестом, таким тонким, что оставалось незамеченным, и в то же время таким интимным, что раскрывало все. Не было никакого притворства или преувеличения, только любовь в ее самой простой и чистой форме. Настоящая любовь не всегда нуждается в словах, чтобы стать реальной, иногда она открывается в мелочах, которые кажутся миру незначительными, но для них они значат все. В том, как Тэхён смотрел на него, словно он был его вселенной, в том, как он гладил ее волосы, словно желая запечатлеть в пальцах мягкость каждой пряди, в том, как он клал руку ей на плечо, чтобы она почувствовала, что никогда не одинока. В нежном прикосновении к ее спине, в интимном и нежном, значащем больше, чем любое словесное признание. Это эти жесты, взгляды, полные нежности и преданности, которые безмолвно кричат о том, о чем слова не могли бы сказать, что их любовь настоящая, глубокая и вечная, и что простого жеста, простого взгляда достаточно, чтобы наполнить ею весь мир. Во многих видео Тэхёна и Чингука есть повторяющийся снова и снова узор, который невозможно не заметить. Это то, что чувствуешь с первого взгляда, нечто неприкрытое, то, как они двигаются вместе, словно связанные невидимой нитью, которая ведет их так, что никто этого не замечает. Неважно, есть ли вокруг них толпа, поглощает ли все вокруг шум зала или камера фиксирует каждый ракурс. Они ведут себя так, будто весь мир сжался до маленького пространства, населенного всего двумя людьми, Тэхёном и Чингуком. И вот тут-то и начинается волшебство. Когда один протягивает руку, другой отвечает, не задумываясь. Когда один делает шаг вперед, другой следует за ним так естественно, словно решение было предопределено заранее. Это своего рода безмолвная хореография, невидимый танец, не требующий ни практики, ни слов. Это язык спонтанных движений, настолько естественный, что, кажется, исходит прямо из сердца. Каждое движение, каким бы незначительным оно ни было, наполнено смыслом. Каждое прикосновение, каждый быстрый взгляд, каждая едва заметная улыбка – это еще один кусочек пазла, который, сложившись воедино, раскрывает уникальную связь. И именно в эти мгновения, незаметные для большинства, таится самое глубокое. Столько любви, столько восхищения, столько заботы в тех коротких секундах, когда Тэхён смотрит на своего Чингука, подбадривает и любит его. Любовь, которую не нужно выражать, потому что глаза и язык тела никогда не лгут, они всегда выражают то, что не могут выразить слова. И каждый раз, когда Тэхён смотрит на него, его взгляд не бывает случайным или мимолетным. Он наблюдает за ним с нежностью, вниманием, превосходящим тишину, ясностью, настолько ощутимой, что невозможно не почувствовать ее даже со стороны. Взгляд, который останавливает время, превращает повседневную жизнь в нечто священное. Тэхён не упускает ни одной детали, он рядом, наблюдая за каждой реакцией, каждым жестом, каждой эмоцией, которую только может проявить Чингук. Ничто не ускользает от него, ничто не ускользает от его внимания. Как будто его глаза – хранители каждого мгновения, как будто он хочет гарантировать, что никто и ничто не сможет украсть то, что Чингук излучает, просто находясь рядом. И внутри этого внимательного внимания преданность, уважение и любовь настолько глубокая, что не поддается определению. Потому что то, что их разделяет, не нуждается в названии, чтобы существовать. Связь между Тэхёном и Чингуком реальна, настолько реальна, что не требует внешних доказательств. Это не игра, не притворство, и это не желание что-то кому-то доказать. Все так же просто, как их взгляды, как их поиски друг друга, как их естественная забота друг о друге. Об этой связи не нужно кричать, чтобы ее услышали, она уже видна в каждом их жесте. И даже если они пытаются это отрицать, даже если другие пытаются это скрыть, они всегда в итоге раскрывают больше. В конечном счете, то, что объединяет Тэхёна и Чингука, не нуждается в словах. Это в их жестах, во взглядах, в невидимой нити, которая заставляет их двигаться как одно целое.
И каждое мгновение их пути пересекаются, каждое мгновение они ищут друг друга без видимой причины, это самое яркое доказательство того, что что-то истинно. Что-то, что остается, даже если никто этого не произносит. Что-то, что, не нуждаясь в названиях или определениях, сияет с непреодолимой силой.